Привет всем, я Никита, вы на канале Домовенок, канале про самоделки. Напоминаю, что у меня сейчас идет стройка гаража-мастерской, размеры 6 на 10 по каркасной технологии. Строю уже 5-й месяц, и за это время что я сделал? Был собран каркас стен из доски 50 на 100 мм, стропильная система с фермами, полностью снаружи сделана кровля, утеплены стены, снаружи стены обшиты ОСБ, предварительно установлены стеклопакеты, установлена металлическая дверь. Ворот пока нет. Смонтирована печь на отработке с бачком для капельной подачи масла. Смонтированы дымоходы через стену. Ну и временно установлена буржуечка. Для того, чтобы можно было сделать здесь тепло и сжигать все вот эти отходы от палет. Чурбашики вот эти, сломанные доски. Все, что уже не нужно и не пойдет в работу, все идет в печь. И освобождается место, и здесь тепло. Несмотря на то, что пока отсутствуют ворота, я их закрыл ветро-влагоизоляцией, и поэтому тепло сильно не уходит. Поставил вот такой вентилятор, и все тепло, которое идет от печки вверх, он циркулирует по всему пространству. И здесь очень тепло, даже когда на улице 0 градусов. И на этом как бы финансы закончились, но так и планировалось. То есть изначально были собраны средства для того, чтобы сделать стены, сделать кровлю, утеплить все это, поставить небольшую печку и сделать ворота. Но ворота, у меня машина в ремонте, пока не могу доехать до рынка, чтобы приобрести металл. Поэтому пока как в ангаре. Также по этой же причине отсутствия финансов пока нету ямы и отсутствует бетонное основание на полу. Но это мне не мешает здесь работать. Здесь все высохло, можно ходить, вот даже травка растет, и можно чем-то заниматься. Так что с момента выхода последнего видео прошло уже немало времени, и по стройке сильно ничего не изменилось. Изменения только в плане обустройства. То есть работать все равно где-то надо, и в маленькой мастерской я уже не хочу там ничего делать, там очень мало места, поэтому я делаю себе уголок. Вот как вы видите на заднем плане, у меня сделан небольшой уголок, сейчас я его обустраиваю. Давайте я быстренько расскажу, что здесь поменялось, появилось, и продолжим обустройство мастерской. Самое первое, что я успел сделать, это привести 2 полных под завязку прицепа палет или поддонов, кто как их называет, абсолютно бесплатно. То есть нашел объявление, где одна организация занимается поставками там какого-то оборудования, я точно не знаю, и они скупают палеты. Все палеты, которые нестандартные, они откладывают в сторону, выкладывают объявление: приезжайте, забирайте, как дрова. Но вот 2 раза съездили здесь недалеко от нас и привез. Все они разные, но встречаются и одинаковые. Естественно, в первую очередь себе повыбирали все хорошие, где хорошие доски. Привезли, сразу же сюда под навес выложили их, чтобы они под дождем не портились. Недели 2 я их, наверное, разбирал, здесь укладывал. Здесь чурбашики. Сейчас уже половина в печке сгорела. Сюда укладывал все доски. Здесь, наверное, в 3 раза больше их было. Все разных размеров, разной длины, ширины, кривизны. Но есть и хорошие. Вот как стройматериал, это просто отличные доски. Некоторые оставил так, чтобы сделать такие импровизированные столы для обработки. Здесь я поставил самодельный фуганок, сделал недавно его из электрорубанка. Также шлифовальный станок, где-то у меня еще тут ленточная запрятана. Там поставил самодельный распиловочный стол. Здесь компрессор стоит с пневмопистолетом. Также в инструменте у меня появились вот такие обновочки фирмы Redwerk. Небольшой, но мощный шуруповерт в помощь вот к этому, которому лет 10 уже, наверное. Я у него переделал аккумуляторы под литий-ионные, и он продолжает работать. Этот шуруповерт из линейки аккумуляторного инструмента этой фирмы. То есть у них один аккумулятор подходит к любому инструменту. У этого шуруповерта имеется вот такой кейс. Тут дополнительный аккумулятор, зарядная, крючок для зацепа к ремню. Вот такой набор бит. Еще обзавелся набором сверел по дереву этой же фирмы. Оба аккумулятора 18 вольт на 2 ампера с индикатором заряда. Также я обзавелся ручной распиловочной пилой этой же фирмы. Вот такая небольшая циркулярка. Такой же аккумулятор на 18 вольт, только на 5 ампер. Диск 150 миллиметров, то есть доску 50 миллиметров распиливает успешно. Сделал я для нее вот такую направляющую. И теперь использую эту пилу как торцовку. Можно торцевать доски как под прямым углом, также поменять угол и распиливать под углом 45 градусов. При желании можно сделать любой угол, какой душе угоден. Оба этих инструмента бесщеточные.
Инструмент мне очень понравился в плане простоты работы с ним. Что с пилой, что с шуруповертом. Несмотря на его небольшой размер, он очень хорошо крутит большие саморезы. Так, по инструменту, которым я сейчас пользуюсь, наверное, все. Вернемся к поддонам. Доски из-под поддонов у меня идут сейчас везде. Несмотря на то, что гараж-мастерская в плане обшивки и пола еще не закончен, здесь вы видите еще пароизоляция с этой стороны, но уголок небольшой для того, чтобы можно было работать, я уже себе начал делать. В первую очередь из поддонов я сделал вот эту стену, полностью закрыл, и небольшую часть вот этого угла. Здесь сделал такой небольшой разброс, как бы декоративное решение. Дальше я планирую закрывать стену ламинатом, и будет вот такой вот декоративный переход. Доски сюда шли самые плохие, выравнивал их на распиловочном столе, шлифовал рубанком, шлифовальными машинами, торцевал торцовкой. В общем, обрабатывал в нужный размер, чтобы они все у меня четенько ложились, и прикручивал прямо на стойки стены. После того, как закончил с обшивкой, мне здесь понадобился свет. В старой моей мастерской были вот такие 4 светильника светодиодных. Они за зиму у меня все погасли. Я их отремонтировал, из 4 сделал 3. И также сделал небольшие крепления для них из тех же палет. И закрепил на стены над планируемым рабочим местом. И пока что у меня все это на удлинителях. Свет пока еще сюда не проводил. Посмотрел в интернете, как можно из поддонов сделать какие-то столы. Очень мне понравился вот такой вариант, но он как бы полностью был сделан из поддонов. И потом мне попался именно вот такой вариант, где и материала меньше уходит, и выглядит он поприкольнее. И вот сейчас мы подошли уже к сути ролика. Обустройство мастерской. Сейчас я собираюсь сделать точно такой же стол, и хочу этим поделиться с вами. Я уже подготовил весь материал, который нужен для этого стола, для того, чтобы вас не мучить кадрами их обработки. Выбрал чурбашики нужных размеров. Их понадобится 6 штук на верхнюю часть, 3 спереди, 3 сзади, и 4 штуки на нижнюю часть ножек. Размеры у них у всех одинаковые. Ширина 100 мм, высота 70 мм. Плюс 2 доски длиной 1250 мм, шириной 100 мм. У всех досок ширина 100 мм. 4 доски на ножки длиной 970 мм и 7 досок длиной по 800 миллиметров. Плюс понадобится 4 вот таких внутренних доски, но длина их уже будет определяться после сборки вот этой части. Плюс доски на столешницу. Они у меня выложены вот здесь, еще не обработаны. Это я буду делать в конце. И доски на полочку. Так, ну что, приступим. Для начала мне понадобится 2 доски на 1250 мм длиной и 3 доски по 800 мм длиной. Также 6 чурбашиков. 3 на переднюю часть и 3 на заднюю часть. Как видите, они размерами у меня не идеальные, но у фасадных хотя бы одна сторона должна быть одинаковая по высоте и по ширине. Делаем основание в виде поддона. Для того, чтобы сделать поддон, нужно сначала разобрать поддон. Обязательно засверливаю прикручиваемую доску, чтобы ее саморезами не раскалывало. Так, ну вот, основа готова. Такой своеобразный палет был восстановлен. 3 чурбашика с передней части, 3 с задней. Сейчас он стоит как бы кверх ногами. Если представить, что вот эти доски уже прикручены, как столешница, то здесь получается пространство. И сюда можно сделать ящички. Сейчас остается измерить вот это вот расстояние, чтобы сделать 4 доски и сюда их прибить. А на верхнюю часть, точнее на нижнюю, если перевернуть, также приделываются чурбашики. И еще нужно будет сделать вот такие 2 доски, чтобы вот здесь можно было к чурбашикам их прибить. Тогда ножки становятся намного крепче, и у них появляется пространство, в которое можно также сделать какой-нибудь выдвижной ящик
для тех же баночек, бутылочек и скляночек. Ладно, продолжаем дальше. Так, ну вот, каркас закончен. Сделаны ножки, сделана основа. Осталось только сделать столешницу. Ее я буду делать вот из этих досок. Они березовые, пожестче, для столешницы в самый раз пойдут. Еще надо будет сделать сюда полочку. Березовых у меня не осталось, так что буду делать из сосновых. Так, ну что, сам стол сделан. Сделал столешницу, полочку. Полочку сильно выравнивать не стал, потому что, ну, не вижу смысла. Все равно здесь все будет стоять. Эти доски максимально выровнял. Прикрутил на черные саморезы. Здесь я в хаотичном порядке прикручивал в те отверстия, которые уже были в этих досках. Помним, да, что это сделано из поддонов. Прошелся ленточной шлифовальной машиной, чтобы максимально их выровнять. Стол ровненький, вровень с первым столом. Сейчас займусь выдвижными шкафчиками. Сделал вот такие самые простые направляющие. На выдвижных шкафчиках по бокам тоже будут направляющие, которые будут по ним ездить. Вот уже подобрал дощечки, осталось их только обработать, чтобы они все были ровненькие, гладенькие. На переднюю и заднюю стенку у меня уже есть. Еще с прошлого раза осталось, когда я там делал их, выравнивал. Вот они вполне сюда подходят. То, что они вот такие неровные, меня совсем не парит. Просто вот так переворачиваем, и получается ровная сторона. Так, ну что, вот такой стол у меня получился. Точно такой же, как этот. Единственное, только я в ножки добавил выдвижные ящики. Потом в процессе эксплуатации посмотрю, может быть, даже и в этот сделаю такие же.
А может быть, я оставлю просто ниши, чтобы можно было что-то большое и плоское туда складывать. Стол получается высотой 1 метр. Мне это с моим ростом вполне достаточно. Не низко и не высоко. Глубина 80 сантиметров, длина 130. 130, потому что самые длинные у меня доски были 130 сантиметров. Под них и подстраивался. Так как поддоны, я уже рассказывал, все разных размеров. И, естественно, все доски разные. Покрыты столы лаком. Единственное, только немножко отличается оттенок. То ли партия разная, так-то один цвет, венги. Или этот стол уже покрыт пылью такой мелкой, потому что здесь постоянно идет обработка, шлифовка. Пыли сборников у меня нету никаких тут автоматических. И, возможно, она покрылась пылью. А возможно, надо покрасить на второй раз. Также немножко отличается цвет столешниц, потому что здесь у меня полностью столешница сделана из березы. Здесь я тоже собирался сделать из березы, но оказалось, что березовых досок у меня всего наполовину. Там 4 штуки, что ли, у меня было. Остальные оказались липой. Но из липы я не стал делать, потому что она такая лохматица. Неизвестно, как она себя поведет в будущем под покрытием лака. Поэтому эту столешницу пришлось делать из сосны. Отсюда и разные цвета. Ну, меня это вообще не парит. Сразу же были сделаны вот такие выдвижные ящички, в котором у меня уже лежит и какой-то инструмент, расходнички, который мне нужен сейчас и здесь. Также они покрыты бесцветным лаком, направляющие, самые элементарные. Наверное, можно их назвать дедовскими. Не вот эти, которые сейчас все любят. Роликовые, металлические. Самые обыкновенные, самые бесплатные. Делаешь направляющие на шкафчики, делаешь направляющие в ниши, и они по ним катаются. Единственный минус, если хорошенько дернуть, то он, конечно, может выскочить. И он наклоняется. Чем больше ты его вытаскиваешь, тем сильнее он наклоняется. И, естественно, его вес и весь вес, который в нем лежит, начинает давить на столешницу, на эти опоры, на направляющие. Поэтому сильно выдвигать не надо или поддерживать рукой. Ручки сделал вот такие вот кожаные, из старого кожаного ремня. Здесь ящик я сделал двойным с такой перегородкой, потому что не хватило у меня USB на целый ящик. Делал из остатков, которые у меня вот оставались от стен там, и обшивал я снаружи. Вырезал 2 кусочка, какие размеры у меня получились, и посередине просто сделал перегородку. Часто встречаются вот такие доски вот с такими обрезанными уголками. Естественно, на столешницу мне тоже такие попались. Пришлось вот здесь немножечко обрезать край, чтобы убрать эти уголки и дополнить вот такой реечкой. Ну, даже прикольно получилось. Выдвижные ящики я, как и планировал, сделал под различные бутылочки, скляночки. Вот так этот ящик выдвигается. Сделал 2 полочки с бортиками. И сюда спокойно встают различные бутылки. Вот, кстати, лак, которым я пользовался, бесцветный. И венги. Здесь в этих нишах сделал направляющие с этой стороны, с этой. Наверху, для того, чтобы ящик спокойно передвигался вперед и назад. В этой части сделал небольшой ограничитель, для того, чтобы задняя стенка упиралась в него, и он не выскакивал. Также и с этой стороны. Когда задвигаешь его, он упирается и дальше не лезет. Также я сделал и с этой стороны. Все, вот до упора. Единственное только, что я пока здесь не стал делать, это бортики. Потому что вот это вот расстояние я рассчитывал под вот эти вот бутылочки, чтобы вот такие могли встать. Эти спокойно встают вот из-под лака. В основном брал бутылки из-под лака. Смотрел, что вот еще достаточно места, и делал. Но оказалось, что есть вот такие бутылки. Ксилол для разбавления и очистки потом кисточки от этого лака. Оказывается, они сюда не влазят. Вот чуть-чуть он туда не лезет. Поэтому для вот таких вот более широких я потом приобрету алюминиевые полоски и приделаю сюда. И тогда вот такая бутылка, например, она спокойно сюда влезет. Даже немножко пошире, может быть, даже литровая залезет. Затраты на такие столы минимальные. Можно сделать любой стол, но если ты делаешь его из палет бесплатных, как я, например, затраты идут только на саморезы, на покрытие этого. Ну и электричество затраченное, и время. Ну, дальше в планах здесь сделать небольшой столик.
не точно такой же, но есть у меня щит из большой такой мощной доски. Вот сюда я хочу его сделать, выровнять его, сделать что-то типа столярного стола здесь такого легкого. Также хочу облагородить распиловочный стол и поставить его вот здесь под вот этим вот цветом. Возможно, совместить его с фуганком, чтобы они рядышком здесь стояли. И считай, элементарное рабочее место уже готово. С необходимым местом для хранения, для чего-то большого, для мелочей. Сделать на стенах небольшие полочки для быстрого доступа к ручному инструменту. Но для того, чтобы перенести весь инструмент сюда, для начала нужно будет сделать мне ворота. Потому что сейчас, если даже уезжаешь куда-то ненадолго, приходится весь этот инструмент собирать, убирать, закрывать, потому что здесь его не оставишь. К ним очень быстро могут приделаться ноги и убежать в неизвестном направлении. Ну вот, как-то так. Я заканчиваю. Спасибо вам, что смотрели ролик до конца. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!